Друзья, наш пленэр закончился. Я дома, в Москве. И посмотрите, как удивительно случилось, что 3 дня, как будто бы серое пространство разверзлось в Подмосковье и в Москве. Была прекрасная погода. Единственное, в последний день было все-таки ветрено, но половина дня. А потом опять солнце светило. Писать на академичке люблю в любую погоду. Абсолютно. Это какое-то удивительное место. Я посмотрел по фотографиям, которые там развешаны. Приезжают даже с Дальнего Востока. Намоленное место. Моя знакомая приезжала из Новосибирска. Любит приезжать. Это облепиха. Тебе не понравится. Любит приезжать со всей страны. Кот радуется встрече. Давно не виделись. Белый. Ну, наша работа всегда связана, бывает так, что с экстримом. И даже если ветер, бывает сильно холодно. Задача просто утеплиться. Приезжал Дмитрий сейчас на семинар. Он уехал раньше времени. Я обзавидовался. У него рыболовный костюм. Он лежал на снегу. Я спросил, не холодно ли тебе? Он говорит, жарко, даже куртку снимает. Так что наша задача купить рыболовный костюм, раз такой экстрим. Будет совсем тепло. Мне не было холодно, но все-таки там я предусмотрительно пододелся, всякие исподние, всякие теплые. И сапоги у меня такие рыболовные. В общем, друзья, зимы бояться не надо. Выходите, пишите с натуры, потому что то, что мы видим в природе, никакая фотография ни в жизнь не передаст. Хочу сразу сказать, что зимний пленэр – это холодно, это обветренное лицо, потрескавшиеся губы. Но это очень эффективно, потому что некогда рассусоливаться, работаем быстро. Дал, конечно, пленэр, снег. Моя задача была попробовать рисовать снег, потому что то, что белое, как бы тяжело понять, что это совсем не белое. И акцент сделала, конечно, именно по снегу. Но Вячеслав хвалит, значит, время прошло не зря. И все, как сказать, неудобства были ради чего-то стоящего. Спасибо большое. Я закончила МАРХИ в 2007 году. Какие-то были открытия? Безусловно. Открытие отношений, цвета, тона. Почему-то мне это было незнакомо как-то, хотя должна была вроде знать. Открытие того, что все в простоте красота. Какие-то сложности? Никаких сложностей. Может, погодные условия иногда. Там ветер, снег, а так это все мелочи по сравнению с тем, что мы получаем здесь. Большой опыт, очень интересный. Ну, естественно, коллективный опыт – это очень важно, там, помимо всего прочего. И просмотр в конце – это тоже очень важно. Пленэр люблю за то, что это дух природы, это живое непосредственное ощущение, больше эмоций здесь работают, нежели фотографическая какая-то память, настроение. Я единственная аквалерист, которая оказалась среди маслянистов, но я нисколько не постеснялась, потому что те основные столпы и теории по рисованию, по художеству, да, мы получаем от Славы. И, во-первых, для меня зимний пленэр – это впервые в жизни. И я получила тут бесценный опыт по рисованию на морозе, поэтому я сейчас в помещении. Ну и раскрепощение, и бода, вот это я практикую здесь именно вот на этой даче, на академичке, на знаменитом месте. Я тут тоже впервые. Спасибо Славе за то, что он организовал мастер-класс в начале Нового года, и этот год вот так замечательно начался. Закончила Суздальское художественное училище и институт имени Репина, искусствоведческий факультет, Академия художеств. Впечатления самые замечательные, море вдохновения. Очень красивое место, я здесь первый раз.
Очень интересно посмотреть, как другие работают, да, вот себя на этом фоне. Ну и просто в таком, это все концентрированном виде, в том плане, что обычно, когда там где-то дома, сам по себе варишься и еще чем-то занимаешься, не знаю, там работой, семьей, какими-то вещами, так и вообще реставратор. Это основная моя сфера деятельности. Вот. Но в том плане, что на этюды получается вырваться нечасто и как-то эпизодически. Вот. А когда вот этого много сразу, ну, то очень, мне кажется, такой какой-то прорывной, интересный опыт. За этим, наверное, люди и ездят на пленэры. Ну и, конечно же, бесценные посмотреть вот на то, как работает мастер. Все было совершенно сказочно. Слав, спасибо огромное за очень доходчивое объяснение и за то, что я поняла, как видеть не так, как видела раньше. Мне очень нравится ваш подход в живописи. Я давно хотела попробовать, но боялась. А с вами у меня начало хоть как-то получаться. И я очень довольна, потому что я понимаю, в каком направлении дальше двигаться. Так что благодарна невероятно. Плюс ко всему, место сказочное. Здесь своя аура. Да и компания подобралась просто суперская. Все такие мастера и с таким рвением работают под вашим руководством, что вся поездка сплошное удовольствие. У тебя сколько детей? У меня один пока, не считая мужа. Как это не считая мужа? Друзья, события стремительно развиваются. Приглашаю вас на открытие моей выставки персональной в особняке рядом с Елоховским собором 12 февраля в субботу в 18 часов. Я буду сейчас активно готовиться к этому событию и придумал для вас сюрприз. На открытии будет разыгрываться одна из моих работ. Приходите обязательно, я покажу новые работы. Увидимся, пообщаемся вживую наконец.